Тишина этого места звенящая. Птицы давно покинули свои гнезда. Тут не увидишь днем человека, а ночью эти места лучше обходить стороной. Когда-то в этой деревне жили люди, но потом случилась череда событий, и она опустела. Говорят, что ужас выходил из черных вод и наполнял собой деревню, забирая с собой счастье, детский смех и самих жителей. Люди считали, что виной всему Черное озеро, и со временем покинули это место. Сейчас же тут живет около 15 человек. Для нас это всего лишь легенда о Черном озере, но для жителей деревни это жуткая реальность, которая пришла в их жизнь и поломала судьбы многим. Правда это или вымысел, предстоит еще узнать. Поэтому я собираю рюкзак, заряжаю камеру ночного видения и еду туда, чтобы провести ночь и своими глазами увидеть все происходящее. Кто не подписан, подписывайтесь на канал и досмотрите видео до конца. Самая жесть ближе к концу. Смотри до конца. Думаю, каждый хоть раз в жизни смотрел фильмы ужасов. Даже во время самых жутких сцен вы осознавали, что это актерская игра, и все происходит перед камерами, под контролем режиссера, постановщика и ассистентов. А после съемок киношные враги вместе весело обедают, смеются и готовятся к следующему дублю. Но что если я вам скажу, что в мире существуют реальные места, где страх и ужас и забвение – это не сюжет Тарантино, а реальная драма, причины которой скрыты в местных легендах, эпосе и воспоминаниях старожилов. История этих мест накутана мраком, и если бы не одна встреча, это выпуска могло бы и не быть. Несколько лет назад, возвращаясь домой со съемок, я вынужден был заночевать возле заброшенного дома, на краю одной деревни. Уже тогда меня смутили странные события, которые там произошли. Я записал тогда короткий выпуск и благополучно забыл об этом событии. Но спустя 2 года я повторно проезжал там поздним вечером. На заброшенной дороге недалеко от старого дома стоял мужчина, который вытянул руку, будто хотел, чтобы я его подвез. Я остановился, пытаясь выяснить, что ему нужно. Надвигалась тогда гроза, и старик пригласил меня в дом, укрыться от непогоды. Естественно, что я начал его расспрашивать об этой деревне и причинах ее запустения. На что дед, долго думая, начал рассказ, от которого меня повергло буквально в холодный пот. Позже я поехал дальше и заночевал в заброшенном доме, и едва дожил до утра. Но начну я, пожалуй, с истории деда. Поэтому садитесь удобнее. Я начинаю рассказ о трагической деревне со странным названием Гниляково. Дорога Гниляково узкая, разбитая. Все время петляет в тумане. Дождь моросил, и я уже сомневался, туда ли я еду, когда заметил старика возле дороги. Он стоял и, кажется, курил сигарету. «Далеко до Гнилякова?» – спросил я. «Ты уже на месте?» Он прищурился. Старик поднялся, поправил ворот и добавил: «Пойдем ко мне, дождь начинается». Его дом оказался покосившийся срубом, внутри пахло сыростью и дымом. На столе хлеб да стакан с водой, в углу почерневшие иконы. Вначале мы общались ни о чем, но потом я поинтересовался о причинах опустения этой большой деревни, на что дед рассказал историю. «Было это больше века назад», — заговорил он. «Село тогда было большое, 12 сотен душ. Шумное, с ярмарками, свадьбами. Озеро рядом было. Черное, но спокойное. На какой-то момент начали происходить странные события. Никто уже не помнит, с чего все началось. Но началось вот что. Вначале начали слышаться ночью шаги со стороны озера. Будто кто-то по воде идет. Не плеск, а именно шаги. Тяжелые, размеренные. Хлюп-хлюп. А ведь там глубоко. Вначале не придали этому значения, но через время по деревне пронеслась молва, что незнакомец какой-то ломился в дом.
Бабы начали наблюдать, и выяснилась закономерность. После хлюпания воды кто-то мог подойти к дому и стучать в дверь, или пытался открыть ставни. Люди начали бояться, закрывались в домах, когда еще солнце не успело сесть, и не выходили до самого утра. А на утро кто-то обязательно говорил, что слышал у дома странные шаги, а некоторые смогли заметить даже силуэты. Все усугубилось, когда начали пропадать пьяницы, которые лазили по темным улицам деревни. За неделю пропало 3. Всех нашли в озере. «Утонули?» – спросил я. «Вот только странность», – старик поднял палец. «Человек мог пропасть вечером, а утром его вытаскивали таким, будто он пролежал в воде годами. Кожа белая, ногти сползли, глаза мутные, волос на голове не было». «Я сам видел эту чертовщину», – продолжил старик тише. «Был подростком лет 14. Жили мы в доме», – он кинул в угол. «Мама зажгла свечу. Я уже засыпал, и вдруг стук. Медленный, тяжелый. Мама погасила свечу, обняла старшую сестру и шептала молитвы. А я, дурень, потянулся к окну и глянул в щель между занавесками. Там проскользнул белый силуэт. Высокий, сутулый, с длинными руками. На миг он задержался у окна, будто прислушивался. Я едва не закричал, сердце выскакивало из груди. Казалось, он услышит. Потом шаги ушли к озеру или, может, куда-то в огороды. Возможно, он или оно увидело меня, но не стало ничего делать. До сих пор помню эти белые глаза. Возможно, это было мое воображение, потому что мне тогда было лет 13-14. Старик затянулся, потом сказал: «Есть у меня догадка. До 30-х на месте дальнего залива стояло кладбище. Каменные кресты, старые фамилии. А потом построили водохранилище в 30 километрах. Вода поднялась, могилы ушли под воду. Именно тогда началась эта чертовщина. Может, кто-то не захотел лежать в воде и выбрался. Так что, сынок, если услышишь шаги по воде, к окну не подходи. Даже дышать громко не смей». Дед продолжил. «Многие люди жили в страхе». Старик наклонился ближе. «Почти каждую неделю хоронили утопленников. Однажды мужики решили покончить с этим, собрали 11 человек, среди них был и мой отец. Сели в старый ГАЗ и уехали к лесу. Больше их никто не видел. Через 3 дня машину нашли на дальнем берегу. Двери распахнуты, ружья брошены. А они просто перестреляли друг друга. Ни звериных следов, ни чужих, будто безумие в них вселилось. После этого люди стали уезжать. Село опустело. Остались только такие, как я». Моя поездка в мрачную деревню Гниляково заняла полдня, и только к ночи я приехал в то самое село на берегу Черного озера. Деревня встретила меня отдаленным лаем собак, черными выбитыми окнами давно заброшенных домов и несколькими светящимися окнами вдали. Да, тут все еще жили люди. Я решил не проезжать возле дома того деда, а сразу отправился на веранду старого дома, где уже ночевал годом ранее. Я расставил камеры, и то, что не записали, повергнет вас в шок. Рекомендую надеть наушники и быть внимательными. Сейчас вы увидите уникальные кадры с камеры ночного видения. Вот это место, я тут не был год. Оно заныканное под горой, короче. И можете видеть, что тут давно никто не был. Идемте посмотрим. Я надеюсь, там никого нет. Ах! Все разваливается. Так. Блин. Опа. Даже на диване кто-то есть. Посмотрим сейчас. Показалось. Короче, ребята, смотрите, какое место интересное. Я тут в прошлом году ночевал. И тут, судя по всему, никого не было за этот год. Ну, потому что его не разграбили. Мангал. Ступеньки. Блин, собаки разлаялись. Просто тут деревня внизу. А тут родник, видите, под горой, ребят.
Отсюда вот течет вода. Стакан. 100 лет, видите, его никто не переворачивал. Он весь засыпался всем. Паутину внутри. Мне еще понадобится сегодня что воду пить. Сегодня, наверное, переночую тут и поеду завтра дальше. Короче, вот такое вот место. Сейчас чуть расширю. Вот так он выглядит. Яблоки падают в воду. Показалось, что кто-то бежит. Ребята, тут ничего нет, кроме водоема и постели. Все. Больше ничего нет. Ребята, в общем, я установил камеру ночного видения. Буду сейчас отключаться. Свет, фонаря и буду отдыхать. Все равно жрать с собой ничего не брал. Я вообще не планировал сюда заезжать. Но получилось так, что я не могу ехать дальше, уж комендантский час. В находящейся внизу деревне не было видно ни одного уличного фонаря. Немногочисленные местные жители по абсолютно непонятным причинам отключили освещение даже в своих дворах. Яростный собачий лай подсказывал, что по темным улицам полузаброшенной деревни кто-то ходит. Но кто это может быть? Сумасшедший местный житель? Волки? Или же еще более жуткие создания? Меня объял дикий ужас, поэтому я разговаривал сам с собой, чтобы успокоиться, вслушиваясь в панораму странных звуков. Через какое-то время собаки немного приутихли, и я расслабился, даже не догадываясь, что самое жуткое еще впереди. А это вообще страшно осознавать. Была история тут. Блин. Чё за... Ребят, два глаза было. Кто-то шуршал в кустах, немного теребает аж. Два глаза было зеленых. Это кто может быть? Лисица может быть. Волк какой-то, я не знаю. Блин, еще кто-то говорит там. Детский смех. Вдалеке на улице. Но свет погасил, меня не видно. Блин, надеюсь, они сюда не придут. Черт. Темно, ни хрена не видно. Слышите? Начало 12-го ночи, ребят. Там кто-то по улице ходит, орет. Схренали.
Очень надеюсь, что ко мне никто не придет. Походу, эта ночь будет бессонная. Я так понимаю. Комар кусал, больно было. Представляете? Даже связи нету, нет сети. То есть, если тут что-то со мной произойдет, то я просто-напросто даже не смогу ни с кем созвониться. Блин, холодает что-то. Ах, что-то. Мне удалось каким-то чудом заснуть. В течение этих 3 часов камера не записала ничего интересного. Собачий лай, шумы и трески. Возможно, на водопой спускались дикие животные из леса. Но к 2 часам ночи началось то, от чего я в ужасе вскочил. Странные крики, то ли из деревни, то ли из ближайшего леса, повергли меня в шок, и я был вынужден пойти с фонарем и выяснить, откуда они. Блин. Чушь. Что-то было. Камера на месте. Ребят, не знаю, мне или приснилось, или в натуре был детский плач. Вы слышали? Опять. Вообще ни хрена мне это не нравится. Черт. Что за фигня? Что за фигня вообще? Что за фигня вообще? Детский плач только что был. Здесь там никого нету, блядь. Надеюсь, там сверху никого нет. Что за фигня вообще происходит?
Ребенок, ребята, плакал только что. Ну там сверху никого не было. Ну там сверху никого не было. Меня несло. Я думал, что сверху вроде был звук. Но там сверху лес. Внизу село. Ну что ж, доброе утро. Я недавно только проснулся. В общем, ночь прошла, слава богу, более-менее адекватно. Я тогда выключил камеру, еще кто-то на улице чуть поорал. Но никто не поднимался сюда, слава богу. Сейчас, может, видеть, какая-то погода такая пасмурная. Ночью чуть-чуть дождь моросил. Я, бляха-муха, так замерз, что вообще еле-еле согрелся, короче. Напишите в комментарии, вы бы остались ночевать в таком вот месте, сами, наедине с природой, или нет.